Друзья, всем привет! Я уже вам рассказывал о том, что украинским мужчинам, которые находятся в Польше по разным причинам, там даже те, кто находится по временной защите, им надо очень сильно следить за тем, чтобы не нарушать польское законодательство. Даже дорогу на красный свет я не рекомендую переходить. То есть вообще соблюдать полностью все. И не бросать бычки там никуда, окурки на улицу и так далее. Особенно это касается тех, кто водит автомобиль. Упаси бог в Польше сесть за руль в нетрезвом состоянии гражданину Украины. Проблем будет миллион просто. Почему? Да потому что польские правоохранители с украинскими мужчинами, особенно мобилизационного возраста, не церемонятся вообще. Они нарушителей закона передают в руки украинским пограничникам. А это самое, скажем так, серьезное наказание для украинских мужчин. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что как только попадая в руки украинским пограничникам, мы прекрасно знаем с вами, что будет с таким украинским мужчиной, если он еще и мобилизационного возраста. Несложно догадаться. Он сразу отправится, я думаю, на передовую. Ну там пусть не сразу, но там в течение месяца, 2 месяцев он будет на передовой. И поляки прямо об этом говорят, прямо пишут, они это абсолютно не скрывают, что они так поступают с украинскими мужчинами. Но с теми, кто нарушил закон. И на сайте пограничной службы Польши прямо рассказывается о таких случаях. Вот давайте я вам покажу, что там пишут. Вот конкретная фабула одного дела. 29 декабря, это вчера, потому что сегодня 30 декабря, сотрудники пограничного поста в Сосновеце задержали гражданина Украины после того, как он вышел из исправительного учреждения в Ойковице. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, оскорбление сотрудника и порчу имущества. Ему был запрещен въезд в шенгенскую зону на 8 лет. Вчера 29-летнего мужчину силой доставили к границе и передали украинским властям. Понимаете, что происходит? То есть смотрите, человек, да, он правонарушитель. Значит, но тут указано, что, я так понимаю, что он неоднократно привлекался за то, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. И в последний раз он, отбыв наказание, которое назначил польский суд, ну я так понимаю, да, вот он освободился из исправительного учреждения. Ему, я так понимаю, судом польским был запрещен въезд в шенгенскую зону на 8 лет. Но освободившись из исправительного учреждения, ему, скорее всего, по закону польскому, да, должен был дать какой-то срок определенный, там 8 дней, или там 5 дней, или там месяц, чтобы он добровольно покинул территорию шенгенской зоны, то есть территорию Польши. Значит, и он должен был просто-напросто уехать. Если бы он нарушил бы этот срок, вот тогда да, тогда бы могли его задержать, и тогда включается процедура депортации. И тогда его уже принудительно депортируют. Но здесь мы видим другое. То есть только он освободился из исправительного учреждения, его уже ждали там полиция или пограничники польские. Они его сразу задерживают, то есть только он переступает. То есть вот она свобода, да, как говорится. Он выходит, и его сразу раз в наручники. Вот. Никакой процедуры депортации, ничего. Человек находился в местах заключения, в исправительном учреждении. Какая процедура депортации? Его сразу везут, минуя все процедуры юридические, его сразу везут к границе, потому что Польша граничит с Украиной, и передают украинским пограничникам. Все, вопрос с мужчиной закрыт. Он уже долгое время не попадет на территорию Польши. Это понятно. Но он сам, в принципе, и виноват. Ну, алкоголь это зло. Теперь он будет, наверное, вспоминать о своей жизни в Польше, да, сидя в окопе, в каске и в бронежилете, скорее всего. Вот еще один случай. Тоже указано прямо на сайте. Сотрудники Надоджанского пограничного отряда 29 декабря задержали 3 иностранных граждан из Беларуси, Украины и Грузии, которые, не соблюдая требования законодательства, представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше. Ну так написано. Что там они сделали, конкретно не указывается. Только вот что написано. Они в частности совершили такие преступления, как коррупция,
кражи, разбой, уголовно наказуемые угрозы, а также психологическое или физическое насилие в отношении других лиц. Теперь дальше вот важно. Гражданин Беларуси получил решение об обязательстве вернуться с 8-дневным сроком для выезда с территории Польши. Это то, о чем я говорил вот в первом случае. То есть вот белорусу дали 8 дней, чтобы он покинул добровольно территорию Польши. Вот четко. Никто его не хватал и не вез и белорусским пограничникам его никто не передавал. Ему дали 8 дней, чтобы он добровольно покинул. Если он не покинет, то, соответственно, уже будет к нему применена депортационная процедура, там, принудительная. Теперь дальше считаем, как поступили с гражданином Украины. Гражданин Украины был доставлен к государственной границе и передан соответствующим службам. Украинским пограничникам он был передан. Вот и все. Вот как поступили с гражданином Украины. В свою очередь гражданин Грузии ожидает вылета из Польши. Значит, до момента исполнения решения о выезде из страны он будет находиться в одном из охраняемых центров для иностранцев. Ну, тут не написано, что в группе они действовали, там, знали друг друга они, или это отдельные какие-то случаи были, эпизоды. Тут не написано. Написано, что просто мы понимаем с вами по информации, что белорусу дали 8 дней, чтобы он добровольно покинул территорию Польши. То есть что-то он, видать, совершил не сильно такое тяжкое, да, опасное. Гражданина Украины, никто с ним не церемонился, его схватили сразу повезли и передали украинским пограничникам. Ну а гражданина Грузии, значит, тоже написали, я так понимаю, предписание ему вынесли, чтобы он покинул территорию Польши. Но они боялись за то, что он там убежит куда-то или станет нелегалом. Они его поместили в центр для иностранцев. И как будет рейс, они его посадят и принудительно его депортируют там, или вышлют, ну, как хотите, так и называйте, с территории Польши. Вот такая ситуация. Но с гражданином Украины, с одним и со вторым, вот я вам написал 2 случая, описал, эти случаи указаны на сайте пограничной службы Польши, вот как поступили. Просто-напросто ничего не делают, это ж не первый случай. Помните ситуацию, когда польский президент не подписал, я об этом тоже снимал ролик, не подписал, значит, закон, изменения в закон, и которые пролонгировали получение украинцами там, помощи 800+, польский президент решил не подписывать, наложил вето на этот законопроект, там, не подписал. И тогда ходил гражданин Украины, значит, показывал пожарные машины, там какой-то пожар был, он говорил, вот сейчас вы нам типа не продлили гражданам Украины это пособие, и сейчас будут, мол, якобы граждане Украины тут поджигать, там все и так далее. Он ходил, снимал сам себя, об этом рассказывал на украинском языке, это гражданин Украины, и находился он в Польше. Мгновенно его была личность установлена. По-моему, в этот день или на следующий, в этот же день, там вечером, он был задержан уже, тоже на сайте появилась информация польской полиции о том, что он там, в отношении него было возбуждено уголовное дело за подстрекательство там, к поджогам там, и так далее, да, это уголовно наказуемое деяние, в Украине то же самое, да, дело не расследовано. И его на следующий день, там была фотография, передали украинским пограничникам. То есть, подождите, вы должны были вначале, он совершил на территории Польши преступление, подстрекательство к поджогу, да, там, ну, он ходил и снимал это все. Вот, вы должны были его наказать, расследовать, во-первых, это дело, опросить свидетелей, то есть, ну, целая процедура расследования должна была быть. Тем более было написано, что уже возбуждено в отношении у него дело. Значит, он должен понести был наказание, его суд польский должен был судить, приговорить, он должен был понести наказание, а потом его надо было там депортировать или выдворять и так далее. Вот так правильно процедура должна была быть. Никто так не делал. На следующий день его привезли просто на границе к Украине и передали украинским пограничникам. Вот и все. Ну и все. И больше история умалчивает, что с этим человеком стало. Вот такая ситуация. Дальше на этом же сайте указано, что с начала года 2025 сотрудники только Силезской пограничной службы вынесли 266 решений, обязывающих иностранцев вернуться в страну происхождения или там в другую страну. 200 из них касалось граждан Украины. Ну, не написано на сайте, что с этими гражданами Украины случилось, там, или их доставили на границу, опять же, передали, или они сами там, и так далее. То есть мы можем только с вами догадываться и предполагать. Мы не знаем. Но мы знаем с вами одно, и я об этом неоднократно предупреждал.
Не нарушайте законодательство, где бы вы ни находились. Даже с точки зрения просто того, что вас страна приняла, особенно это касается тех, кто находится на временной защите. Неважно, в Польше вы находитесь, в Германии, в Венгрии, в Австрии, неважно. Вас люди приняли, вас государство приняло, вам дало помощь. Ну, не плюйте людям в лицо, тем, кто вам оказывает помощь. Ну, ведите себя порядочно и законопослушными будьте. Ну, не надо, если вы видите, бывает, знаете, честно говоря, идешь по улице, сидит, пиво пьет, да. Вот. Я не говорю, что это гражданин Украины. Это и беженцы делают из стран Африки, Ближнего Востока. Это ко всем гражданам относится. Ну, потому что люди везде одинаковые, я уже об этом говорил. Есть разные. Есть везде и хорошие, есть в каждой нации и плохие. Ну, сидит, да, значит, и кидает, значит, окурки, огарки кидает прямо на улицу. Причем это делает не тихо, там, знаете, спокойно там где-то выкинул, ну, если нету мусорника. Мусорник стоит рядом, и он его бросает, знаете, что он летит на метр. И все это видят. Ну как это называется? И вот смотрят эти немцы на него, он сидит, и видно, что это иностранец, и видно, что он беженец, потому что это днем происходит. Все должны работать, понимаете? А он сидит, видать, на пособии, и вот это он вот так себя ведет. Пиво там пьет. Я неоднократно это, к сожалению, наблюдал. Не надо так делать, ведите себя культурно. Касается тех, кто находится в Польше. Потому что видите, как делают. Вот такая, друзья, ситуация. Кто знает вот такие ситуации, о которых я описал, может, знаете, вы знакомых, не дай бог, которые вот так произошло. Может быть, вы знаете какие-то ситуации. Пожалуйста, напишите о них в комментариях. Может, какие-то случаи знаете. Расскажите, поделитесь с ними в комментариях. И вообще, что думаете вы по этой теме, тоже напишите в комментариях свое мнение.